Послушайте меня сейчас. Это не просто очередное видео. Это не просто еще один момент на вашем экране. Это божественное вмешательство. Небеса прорвали тишину, и Бог решил сегодня, в этот самый час, действовать в вашей жизни. Несколько часов назад с престола самого Бога был выпущен священный указ. Ангелы услышали его. Небеса записали его. Он был записан в вечных архивах вашей судьбы. Это не теория. Это не воображение. Это духовный факт, не подлежащее обсуждению изменения, было объявлено в вашу пользу. В духовных сферах произошло потрясение. Разрушение. Стены, которые сдерживали вас, невидимые цепи, которые опутывали ваше сердце, ваши финансы, вашу радость, ваше будущее, они рвутся прямо сейчас. Вы чувствуете это. Даже пока я говорю, что-то шевелится глубоко в вашем духе. Это не просто фаза. Это не просто проходящий сезон. Это глубокая духовная ударная волна, божественное землетрясение, задуманное и предназначенное для того, чтобы разрушить все препятствия и всю ложь, которые были воздвигнуты против вашего урожая, вашего богатства, вашего обещания. Кто пытался задержать тебя? Кто выступал против твоего имени в темных углах, надеясь, что твои планы провалятся? Чья ревность, чья злоба, чьи манипуляции пытались закрыть дверь, которую Бог уже открыл для тебя? Слушай внимательно, их планы рухнули. Решение небес перекрывает все земные заговоры. Ключ, который открывает твой следующий сезон, был выпущен. Дверь распахивается широко и неудержимо. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. То, что было заперто годами, то, о чем вы плакали, то, за что вы постились, то, что вы считали навсегда потерянным, теперь высвобождается рукой Бога. Это ваше назначенное время. Ваш сезон удерживаемых благословений заканчивается сегодня. Да, сегодня. Завет, который Бог заключил с вашей жизнью, наследство, которое принадлежит вашему имени, сверхъестественное изобилие, которое было записано в вашей судьбе, просыпается, как спящий великан. И он идет к вам. Вы находитесь на грани трансформации, которую мало кто когда-либо испытает. Это редкость. Это священно. Это несомненно. Бог не просто выбрал вас для выживания. Он выбрал вас для запуска, возрождения, сверхъестественного раскрытия Его силы и Его богатства в вашей жизни. Боль, которая почти сломала вас. Предательство, которое заставило вас задыхаться. Смятение, которое затуманило ваше решение. Все это умрет сегодня. Отпустите это. Не скорбите больше об этом. Потому что новый вырождается сейчас. Ты мне нужна со всей срочностью внутри меня. Мне нужно, чтобы ты остался со мной до самого конца этого сообщения. Потому что то, что я открою позже, то, о чем я буду молиться за тебя, является последним духовным ключом, который завершит этот прорыв. Не уходи сейчас. Не тогда, когда ты стоишь на краю своего чуда. Не тогда, когда небеса затаили дыхание, ожидая, когда твое сердце примет эту истину. Смотри до конца. Твоя жизнь, твое благословение, твое наследство, твое изобилие зависит от этого. Слишком долго ты сидел в тишине, гадая, не забыл ли Бог твое имя. Ночи, когда потолок казался железным, а твои молитвы, казалось, падали обратно на подушку, как безответное эхо. Дни, когда твой банковский счет насмехался над тобой, когда холодильник казался пустее твоего сердца, а телефон молчал, когда тебе был нужен этот единственный звонок возможности, этот единственный ответ, который мог бы изменить твою реальность.
Ты нес бремя бедности не только в своих финансах, но и в своем духе, в своих эмоциях, в своей вере. Это глубокое, тихое несчастье, которое шепчет ложь посреди ночи, говоря тебе, что твой сезон благословения никогда не наступит, что завет, который Бог заключил с другими, каким-то образом пропустил тебя. Но услышьте меня сейчас, и услышьте меня с полнотой небес, стоящей за этими словами. Это молчание не было вашим наказанием. Это молчание было вашей защитой. Бог не игнорировал вас. Он изолировал вас от битв, которые никогда не были вашими. Пока вы плакали, Он возводил стены безопасности вокруг вас. Пока вы сомневались в своей ценности, Он укреплял фундамент вашей судьбы. Двери, которые оставались закрытыми по какой-то причине. Отношения, которые распадались по божественному приказу. Возможности, которые, казалось, ускользали сквозь ваши пальцы, они были удержаны для вашей защиты. Потому что Бог знал богатство, изобилие, наследство, урожай, которые Он собирался высвободить, не могли быть поставлены на треснувший фундамент. Духовная война, которую вы не видели, война, которая бушевала за занавесом видимого мира, она закончилась. Небеса объявили об окончании этой битвы. Законные права врага на ваш прорыв были аннулированы. Цепи, которые окутывали ваше сердце, ваши деньги, ваш мир, рвутся. Время ожидания, сезон задержки, цикл «достаточно» и «почти там», а он заканчивается здесь. И позвольте мне ясно сказать это в вашу атмосферу. Вы собираетесь выйти отсюда с ключами. Да, ключами. Не просто к одной двери, но к нескольким дверям, которые были запечатаны на долгие годы, двери, которые никогда, и я имею в виду никогда, не могли бы открыться без прямого разрешения самого Бога. Но это разрешение, этот святой доступ, только что был предоставлен. Ты в последнее время чувствовала себя истощенной, не так ли? Это странное, тяжелое истощение, которое глубже физической усталости. Это как будто твой дух устал. Как будто что-то внутри тебя растягивается, ломается, меняется. Это, моя дорогая, не поражение. Это разрыв перед освобождением. Это последнее сжатие перед рождением твоего следующего сезона. Истощение – твой знак. Давление – твое подтверждение. Беспокойство в твоем сердце – это звук духовной земли, которая под тобой разверзается. Мощное движение уже в пути. Оно не придет с мягким ветром и нежными постукиваниями в вашу дверь. Нет, это движение агрессивно. Оно сильно. Оно божественно. Оно не будет стучать вежливо. Оно сломает барьеры. Оно вторгнется в вашу атмосферу с внезапной, несомненной, священной силой. Бог посылает сверхъестественный всплеск, святое вмешательство, которое заполнит каждое пустое пространство в вашей жизни изобилием, благословением, богатством новых начинаний. Но прежде чем эта следующая волна ударит, прежде чем поток чудес хлынет, я хочу спросить тебя кое о чем. На самом деле, мне нужно спросить тебя кое о чем. Позволили ли вы себе поверить, что это несчастье было постоянным? Вы неосознанно приняли бедность как свою идентичность. Позволили ли вы себе приспособиться к этой духовной засухе, предполагая, что это только ваша доля в жизни? Вы все еще несете разочарование, как будто это часть вашего завета. Позволили ли вы предательству определять ваше сердце и страху контролировать ваши решения? Потому что прямо сейчас Бог разоблачает каждую ложь, каждую темную мысль, которая говорила тебе, что ты опоздал, каждый шепот, который говорил, что ты упустил свой момент, каждый внутренний голос, который убеждал тебя, что твои молитвы были напрасным дыханием.
Враг скормил тебе эту историю, чтобы заставить тебя сдаться за шаг до твоего чуда, но сегодня эта история умирает. Я хочу, чтобы вы остановились на секунду. Прямо сейчас. Нажмите эту кнопку «Мне нравится», не для меня, а как акт веры. Как пророческое соглашение между вами и небесами. Пусть ваше сегодняшнее действие скажет: «Я принимаю это слово». Я присоединяюсь к этому благословению. Я заявляю о своем чуде. Да, нажмите «Мне нравится» сейчас. Пусть это будет первым семенем, которое вы посеете для этого прорыва. Бог еще не закончил говорить. На самом деле, Он только начинает. То, что будет дальше, в ближайшие несколько минут этого сообщения, объяснит, почему эта задержка была необходима, почему люди, которые ушли, должны были уйти, и почему двери, которые оставались запертыми, находились под божественным надзором. Но послушайте меня внимательно, зал ожидания теперь позади вас. Дверь в ваше наследие распахивается. Ты не зашел так далеко, чтобы сломаться сейчас. Это не то место, где заканчивается твоя история. Это то место, где твой завет становится видимым, где обещания превращаются в обладание, где бедность превращается в богатство, где замешательство уступает место ясности, где тайные вещи, которые Бог скрыл для твоего блага, теперь открываются. Оставайтесь со мной. Не уходите. Потому что следующее откровение, следующая часть этого духовного наставления является поворотным моментом. Это ключ ко всему, о чем вы молились. Позвольте мне теперь провести вас глубже, глубже в сердце вашей истории, потому что это больше, чем совпадение. То, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, это божественная дрожь, это внутреннее беспокойство, этот разрыв рутины и отношений не случайно. Это духовно. Это намеренно. Это заветно. Вы только что нарушили духовный шаблон, темный поколенческий цикл, который преследовал вашу семейную линию годами, может быть, даже десятилетиями. Бедность, несчастье, смятение, внезапные потери – все эти шаблоны, которые продолжали появляться в худшие времена, теперь они разрушаются рукой Бога. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что то, что сокрушило других до вас, то, что украло урожай у тех, кто был до вас, не украдет ваш. Тайные битвы, которые ваши предки никогда не выигрывали, вы выигрываете их сейчас. Небеса провели черту на песке. Проклятие разрывается с вами. Завет начинается с вас. Это ваш момент перемен. Позвольте мне напомнить вам о чуде, святом вмешательстве. Это не просто история, а пророческое зеркало вашей жизни. Вы помните Иосифа, мечтателя, человека, избранного Богом, но преданного собственными братьями, брошенного в яму, проданного в рабство, ложно обвиненного, заключенного в тюрьму и забытого. Годами казалось, что Иосиф исчез. Мир списал его со счетов. Даже те, кто когда-то любил его, пошли дальше. Его имя исчезло из разговоров. Его присутствие стерто из собраний. Но чего они не знали, так это того, что, хотя Иосиф казался скрытым, он на самом деле укреплялся. Бог держал его под божественной защитой, спрятанным от преждевременного разоблачения, защищенным от сражений, которые не были его. Пока люди лгали о нем, Бог строил для него будущее размером с королевство. Пока двери захлопывались, Бог строил дворец со своим именем на нем. И когда настал нужный момент, когда небесные часы пробили назначенное время, занавес упал. И Иосиф, забытый сын,
стал Иосифом, правителем народов. Теперь позвольте мне спросить вас, и я хочу, чтобы вы ответили с открытым сердцем. Вы чувствовали себя похороненными? Вы чувствовали себя невидимыми? Вы наблюдали, как другие добиваются успеха, в то время как вы оставались в тупике? Люди забывали ваше имя. Двигались дальше без вас. Вы задавались вопросом, почему вам пришлось пройти через предательство? Почему люди, которые когда-то чествовали вас, теперь игнорируют вас? Почему двери, которые открывались для других, оставались закрытыми для вас? Вы задумывались, почему ваш телефон замолчал, почему некоторые друзья отстранились, почему поддержка иссякла именно тогда, когда вы больше всего в ней нуждались? Это не было отвержением. Это было божественное разделение. Бог спрятал тебя намеренно. Бог защитил тебя, в то время как Он укрепил тебя. Битвы, которые уничтожили других. Бог даже не подпускал тебя близко к ним. Он держал тебя в тайном месте, в тихом месте, потому что мир не был готов к твоему великолепию. Твоя судьба была слишком тяжела, слишком ценна, слишком священна, чтобы освободиться слишком рано. И теперь занавес падает. Время скрываться закончилось. Те, кто забыл тебя, начнут искать тебя. Те, кто сказал, что ты закончил, снова услышат твое имя. Возможности, которые обошли тебя стороной, вернутся. Люди, которые ушли, Бог отпустил их. Пусть это впитается. Даже те, кто покидает твою жизнь прямо сейчас, это не случайно. Это Бог. Удаляя то, что больше не может сопровождать тебя. Потому что следующий уровень твоего завета, твое наследие, твое изобилие, требует другой атмосферы. Благословение, которое грядет, слишком велико, чтобы поделиться им с людьми, у которых нет веры, чтобы справиться с этим. Позвольте мне задать вам болезненный вопрос. Вы умоляли Бога оставить в вашей жизни людей, которые не были готовы пойти с вами. Вы пытались сохранить отношения, которые на самом деле задерживали ваше чудо. Вы соглашались на токсичные связи, потому что боялись одиночества. Вы боялись быть забытым больше, чем вы боялись упустить свой урожай. Бог говорит: отпустите это. Отпустите это. Отпустите их. То, что вы считали отвержением, было божественным перенаправлением. Так же, как Иосиф, вы не исчезли, вас готовили. Вы не потерпели неудачу, вас укрепляли. Вы не проиграли, вас поднимали. И теперь вы собираетесь подняться. Это час, когда небеса объявят твое имя. Божественный прожектор смещается к тебе. Благословение, которое зрело в тишине, скоро ворвется в видимый мир. Двери, которые были закрыты годами, запечатаны как человеческими ограничениями, так и духовной войной, отпираются прямо сейчас. Ключ повернулся. Замок сломан. Дверь распахивается. И те люди, кто оставил тебя позади, те, кто недооценил твою ценность, те, кто думал, что твой сезон закончился, они скоро увидят, что Бог делал в тебе все это время. Это твой момент Иосифа. Твой сезон внезапного возвышения. Твой час неожиданного богатства. Твое священное время божественного наследия. Но перед полным освобождением вы должны сделать выбор. Примете ли вы эту трансформацию? Перестанете ли вы оплакивать то, что ушло? Перестанете ли вы сжимать себя, чтобы соответствовать пространствам, из которых Бог призывает вас? Подготовите ли вы свое сердце к грядущей революции? Потому что Бог не закончил.
Это не просто слово, это начало твоего чуда. Оставайся со мной, потому что то, чем я поделюсь дальше, это духовный ключ, который откроет полноту того, что грядет. Твои следующие указания уже через несколько мгновений. Слушайте внимательно, потому что сейчас мы переходим от откровения к действию. От понимания к трансформации. От ожидания к получению. То, что Бог делает в вашей жизни в этот самый момент, немало. Это не символично. Это не просто эмоциональное поощрение. Это сверхъестественное, законное, вечное решение, принятое в высших судах небес. Решение было вынесено в вашу пользу. Освобождение от завета было подписано вашим именем. Духовная атмосфера, которая когда-то сопротивлялась вашим молитвам, изменилась. Те, кто сговорились против вас, уже проиграли. Их слова, их документы, их суждения, их тайные разговоры, произнесенные в темноте, все было разрушено божественным движением, таким внезапным, таким мощным, что они никогда не вернут себе землю, которую пытались отнять у вас. Каждая духовная связь, каждый финансовый барьер, каждый демонический контракт, написанный против вашего будущего, был разорван. Небеса встали на вашу защиту. Ангелы были отправлены от вашего имени. Кровь Иисуса стала вашей законной защитой. И молоток Божьей власти опустился с одним окончательным вердиктом: сейчас самое время. Теперь ваше имя произносят в сферах власти. Духовные лидеры, привратники, лица, принимающие решения, как на небесах, так и на земле, движутся, чтобы расположить вас для благословения. Бог касается сердец людей, которых вы даже не знаете, людей в комнатах, в которые вы никогда не входили, людей, чьи подписи высвободят богатство, откроют двери и принесут урожай, который вы когда-то считали невозможным. Но вот и моральная дилемма. Святой вопрос, который должен пронзить ваше сердце, прежде чем вы вступите в это новое изобилие. Готовы ли вы к этому сдвигу? Действительно ли вы готовы к тяжести этого благословения? Готовы ли вы изменить свое отношение, свою позицию веры, свою речь, свои привычки, чтобы соответствовать завету, который Бог активировал в вашей жизни? Потому что именно здесь многие теряют свое чудо. Именно здесь судьба ускользает из дрожащих рук. Война окончена, но теперь наступает пора жатвы. Нельзя привнести мышление бедности в пору богатства. Нельзя смешивать сомнения с верой и ожидать, что чудеса будут течь беспрепятственно. Нельзя говорить на языке страха и ожидать звука изобилия. Позвольте мне спросить вас, вы говорили поражение даже после получения Божьего обещания. Вы думали как узник, даже несмотря на то, что цепи уже упали. Вы все еще ходите как жертва, даже несмотря на то, что вас объявили победителем. Это ваш момент выбора. Полностью войти в новую атмосферу, которую Бог создал для вас. Есть разница между светом и тьмой. Между бедностью и богатством. Между рабством и свободой. Между поражением и прорывом. Приглашение Бога ясно. Оставьте позади язык недостатка. Оставьте позади дружбу, которая привязывает вас к духовной нищете. Перестаньте возвращаться к старым ранам, которые небеса уже исцелили. Перестаньте согласовывать свою веру со страхом. Это священное, привилегированное знание, которым я делюсь с вами сейчас. Не все слышат этот призыв. Не все пробуждены к этому уровню наставлений. Немногие понимают, что с каждым благословением приходит ответственность. Дверь, которую Бог открывает для вас, широка и полна обещаний, но это потребует от вашего сердца постоянного изменения. Теперь послушайте, ваша атмосфера изменилась.
Вы можете пока не видеть этого полностью своими естественными глазами, но в духе воздух вокруг вас другой. Ангелы движутся. Возможности выравниваются. Задержки ломаются. Богатство, которое сдерживалось, урожай, который ждал, высвобождается. Но вы должны встретить это движение своим послушанием. Позвольте мне объяснить скрытый ключ, внутреннюю правду, которую многие упускают из виду. Попытки заключить вас в тюрьму духовно, эмоционально, финансово уже обратились в пыль. Но теперь вы должны выйти из тюремных ворот. Бог открыл их, но только вы можете решить сделать шаг вперед. Готовы ли вы оставить старые привычки, старые разговоры, старую горячь? Готовы ли вы простить людей, которые пытались уничтожить вас, зная, что их планы в любом случае провалились? Благословение, которое вторгается на ваш путь прямо сейчас, огромно. Оно касается поколений. Оно повлияет на ваших детей, вашу семью, ваше наследие. Но небеса не будут вливать новое вино в старые мехи. Вы должны стать сосудом, достойным этого богатства. Вы должны изменить свою молитвенную жизнь с просьб на приказы, от отчаяния на декларацию, от жертвенности к победоносному владению своим наследием. Это не маленькое обещание. Это не случайное слово. Это божественное назначение. Вы стоите на грани трансформации, которая изменит всю вашу оставшуюся жизнь. Бог сказал: довольно отсрочек. Достаточно ожидания. Достаточно страданий. Сейчас самое время. Что вы собираетесь делать с этим моментом? Позволите ли вы страху отговорить вас? Позволите ли вы воспоминаниям о прошлых неудачах сдерживать вас? Помешаете ли вы своему урожаю, цепляясь за духовную лень? Или вы встанете сегодня с полной верой, полной убежденностью и полной готовностью принять? Позвольте мне выразить это так: бедность или богатство, несчастье или изобилие, страх или вера, проклятие или завет, смерть или жизнь. Граница ясна. Выбор за вами. Бог сделал свою часть. Атмосфера установлена. Благословение высвобождается. Двери распахиваются. Тебя спрятали по какой-то причине. Защищенным на время. Укрепленным в тишине. Но теперь ты явишься в силе. Это поворотный момент, которого жаждало твое сердце. Момент, когда твои молитвы, твои слезы, твой пост сольются в одно неоспоримое чудо. Мне нужно, чтобы вы глубоко задумались. Мне нужно, чтобы вы посмотрели в свое сердце и спросили: что я должен высвободить сегодня, чтобы я мог получить все, что Бог приготовил для меня? Какие мысли, какие люди, какое поведение, какие оправдания должны умереть, чтобы мое новое «Я», которое ходит во власти, благословении, наследстве и богатстве, смогло наконец жить? Потому что Бог сказал. И когда Бог говорит, земля подчиняется. Небеса отвечают. И твоя судьба движется. Всего через несколько мгновений. Я введу вас в молитву. Сверхъестественную активацию. Но прямо сейчас, прямо здесь, вы должны принять решение, что это будет ваш день прорыва. Это момент вашего завета. Сезон трансформации начался. Послушай меня сейчас, мой избранный. Пусть эти слова войдут не только в твои уши, но и в твое сердце, в твой дух, в твое дыхание. Время скрываться закончилось. Ты провел слишком много ночей, размышляя, видит ли Бог твою боль. Слишком много утр,
просыпаясь с этой безмолвной болью в груди, спрашивая себя, были ли обещания предназначены для тебя, или они прошли мимо тебя. Но сегодня небеса полностью обратили свои глаза на тебя. Божественный прожектор смещается. Ты был скрыт, но теперь тебя будут помнить. Твое имя, то же имя, которое когда-то произносилось только шепотом в комнатах сплетен, теперь его будут произносить в комнатах власти. Твоя история, та, которую люди считали законченной, та, которую люди высмеивали и хоронили, скоро будет рассказана с почтением и благоговением. Бог переписывает повествование. То, что когда-то было стыдом, теперь станет свидетельством. То, что когда-то было болью, станет основой твоего возрождения. Те, кто смеялся над тобой, кто ухмылялся, когда ты терпел неудачу, кто тайно праздновал твое падение, теперь трепещите. Да, трепещите, потому что они тоже это чувствуют. Они чувствуют перемены в твоей атмосфере. Ветер благословения, дыхание Бога, движущееся вокруг тебя, как могучая буря освобождения и богатства. Они видят, как сияние возвращается в твои глаза, огонь, возрождающийся в твоем духе, неоспоримая благосклонность, покоящаяся на твоих плечах. Вам нужно услышать это, люди, которые пытались остановить вас, которые пытались помешать вашему продвижению, саботировать ваши отношения, манипулировать вашими финансами, исказить вашу репутацию, теперь будут наблюдать за вашим прогрессом своими собственными глазами. Они не смогут избежать этого. Бог поставит перед вами стол в присутствии ваших врагов. Не для того, чтобы унизить, но чтобы засвидетельствовать. Так что они узнают, и вы узнаете, что это Бог возвысил вас. Что это чудо, это богатство, это наследство не от руки человеческой, но по божественному завету. Это благословение, которое изливается на вас сейчас, не временно. Оно не поверхностно. Это не мимолетный эмоциональный подъем. Это священно. Это сверхъестественно. Это коренится в вечных обещаниях, написанных в вашей жизни еще до вашего рождения. Вы не просто выйдете из этого восстановленным, вы выйдете умноженным, придавленным, встряхнутым и переполненным. Благословение настигнет вас, выследит вас, будет преследовать вас способами, которых вы не ожидали, и из мест, которых вы никогда не ожидали. И вот самая сильная истина из всех: вам больше не нужно ни зачем бежать. Сезон погони, стремления, мольбы закончился. Обещание, урожай, наследство бежит за вами. Богатство Бога движется к вашему дому, вашим рукам, вашему сердцу. Двери открываются без вашего стука. Люди зовут вас, даже если вы не подали ни одного заявления. Контракты, предложения, неожиданные божественные связи находят свой путь к вам, потому что Бог отдал приказ над вашей судьбой. Но послушайте и позвольте этому гореть в вашей душе. Это происходит не потому, что вы были совершенны. Это происходит не потому, что вы никогда не сомневались, никогда не плакали, никогда не чувствовали себя слабыми. Это происходит потому, что Бог видел вашу веру, даже когда она дрожала. Бог слышал ваши полуночные молитвы, даже когда ваш голос дрожал. Бог считал ваши слезы как семена, и теперь Он посылает урожай. Ты, дитя мое, стоишь в середине момента Божественного Завета. Твое наследие активируется. Ключи, которых ты ждал, духовная власть, которая была заперта внутри тебя, вкладывают в твои руки. Ты вступаешь в новую личность, не просто выживший, но правитель. Не просто мечтатель, но получатель. Не просто воин молитвы, но владелец земли. Теперь это официально. Услышьте это всеми фибрами своего духа. Вы покинули долгую, сухую,
изнуряющую пустыню режима ожидания и смело, необратимо и сверхъестественно шагнули в режим исполнения. Это не просто смена сезона. Это не просто очередная мотивационная речь. Это святое, божественное объявление из тронного зала Бога прямо в ваше сердце, вашу жизнь, вашу судьбу. Сейчас все меняется. Ваше физическое тело подтвердит это, озноб, пробегающий по вашему позвоночнику без причины, внезапные вспышки тепла, которые ощущаются как огонь в вашей груди, сны по ночам настолько интенсивные, что вы будете бездыханными. Это не случайно. Это не случайно. Это божественное выравнивание. Бог движется через каждую клетку вашего существа. Дух Божий подтверждает это снова и снова. То, что когда-то было отвергнуто, что казалось отложенным, теперь высвобождается в ваши руки, как ваше законное наследие. Вы вступаете в заветное обещание. Небеса запечатлели этот момент несомненной печатью. Тот же Бог, который создал звезды, открыл Красное море, воскресил мертвых, теперь выпускает сверхъестественную волну изобилия, богатства и благословения в вашу жизнь. Вы – сосуд, избранный для этого преобразования. Вас не упустили из виду. Вас не забыли. Каждая тихая слеза, каждая одинокая ночь, каждая неотвеченная молитва были собраны в небесном хранилище, и теперь урожай изливается обратно на ваши колени, прижатый, встряхиваемый и переполненный. То, что они пытались разрушить. Бог использовал это как основу для вашего возвышения. Ложь, сказанная против вас, предательство, которые вы перенесли, потери, которые вы перенесли, это были не неудачи. Это были подставы. Тот самый камень, который отвергли строители, теперь становится краеугольным камнем вашего прорыва. Ваши враги думали, что похоронили вас, но Бог посадил вас. И теперь вы прорастаете, цветете, процветаете на виду у тех, кто говорил, что вы никогда не подниметесь снова. Слушайте внимательно, двери не откроются только один раз. Они откроются дважды. Двойные двери. Двойная порция. Двойное признание. Двойная милость. Там, где было отторжение, теперь будет сверхъестественное принятие. Там, где был недостаток, теперь будет переполнение. Там, где была тишина, теперь будут божественные заявления над вашей жизнью. Вы вступаете в сезон ускорения. То, на что раньше уходили годы, теперь займет недели. Благословения, которые вы думали, что увидите только во сне, проявятся у вас на глазах. Разговоры изменятся. Появятся контракты. Здоровье внезапно возникнет. Деньги, которых вы не ожидали, найдут свой путь на ваш счет. Небеса движутся от вашего имени. Бог не просто дает вам благословение. Он делает вас живым свидетелем того, как невозможное стало реальностью. Люди будут спрашивать, как это произошло, и вы сможете сказать только «это был Бог». Другого объяснения не будет. Врачи будут чесать головы. Финансовые консультанты будут сбиты с толку. Сомневающиеся замолчат. Чудо происходит таким неожиданным, священным и могущественным образом, что ни один человек не сможет присвоить себе его заслугу. Это делает Бог, и это чудесно в ваших глазах. Вы вступаете в трансформацию на уровне завета. Вы входите в свое наследие. Вы отпираете двери божественными ключами, которые Бог вложил в ваши руки еще до вашего рождения. Это плата за ваше долгое послушание. Это проявление вашей веры. Ваши молитвы никогда не были проигнорированы. Ваши семена, посеянные в слезах, вот-вот вернутся как могучий урожай радости.
Даже сейчас в вашем сердце происходит сдвиг. Вы чувствуете это. Тревога уходит. Тяжесть в вашем духе разрушается. Холодная тень сомнения испаряется под жаром святого огня Бога. Это священный момент, когда все меняется. Ваша судьба догоняет вас. Задержки склоняются перед божественным ускорением. Каждое заветное обещание в вашей жизни активируется. Богатство, которое удерживалось, высвобождается. Благословение, которому сопротивлялись, теперь получает приказ найти вас. Вы согласуетесь с расписанием небес. Тайные двери открываются. Скрытые ключи падают в ваши руки. Молитвы, которые вы считали потерянными ветром, были услышаны немедленно, в полноте, в избытке. Бог дает вам не только то, что вы просили, но больше, чрезвычайно, в изобилии, сверх всего, что вы могли бы попросить или вообразить. Время блуждания по кругу закончилось. Цикл лет сражений подходит к концу. Бог говорит: «Дитя мое, твоя война завершена. Твое беззаконие прощено. Твое благословение освобождено. Твое богатство течет. Твоя судьба разворачивается. Под твоими ногами святое ускорение. Каждый шаг, который ты делаешь сейчас, направляется духом. Каждая дверь, в которую ты стучишь, откроется. Каждый начатый тобой проект будет процветать. Все отношения, которые соответствуют твоему предназначению, будут процветать. Мне нужно, чтобы вы сделали что-то смелое прямо сейчас. Объявите это в комментариях ниже. Я нахожусь в своем сезоне исполнения. Я получаю свое чудо. Я вступаю в свое благословение. Мой завет с Богом проявляется. Мое богатство течет. Моя дверь открывается. Мой урожай здесь. Моя судьба неудержима. Напечатайте это с верой. Это не просто комментарий, это пророческий акт соглашения. Когда вы объявляете это, вы даете небесам законное право ускорить процесс. Вы активируете благословение. Вы объявляете всем силам тьмы, что ваше время ожидания закончилось и ваш сезон исполнения начался. Позвольте вашему сердцу поверить в это. Вы стоите у двери вашего прорыва. На самом деле, нет, вы не просто стоите, дверь уже широко распахнулась. Шагните в нее смело. Ходите в своей власти. Востребуйте свое наследство. Завладейте богатством, здоровьем, радостью, отношениями, миром и божественным благоволением, которые по праву принадлежат вам по заветному обещанию. Это ваше назначенное время. Это ваш момент священной трансформации. Сезон ожидания был вашей подготовкой, но теперь представление началось. Бог дирижирует последними штрихами. Ангелы уже отправлены. Благословение движется к вам со сверхъестественной скоростью. Ваша жизнь больше никогда не будет выглядеть прежней. Свидетельство будет неоспоримым. Исполнение здесь. Теперь оставьте комментарий ниже с верой. Скажите это громко. Скажите это ясно. Пусть мир и небеса знают. Вы больше не ждете. Вы идете в исполнение. Ваше тело почувствует это. Ваше сердце узнает это. Ваша жизнь покажет это. Бог сказал, и это сделано. Прямо сейчас вы стоите перед дверью, божественной дверью, созданной рукой самого Бога, сформированной каждой пролитой вами слезой, каждым посеянным вами семенем веры, каждой битвой, в которой вы сражались, когда никто другой не видел. Дверь открыта. Слушайте внимательно, Бог говорит вам, дверь открыта, но только вы можете пройти через нее.
Небеса не протащат вас через нее. Ангелы не подтолкнут вас через порог. Ключ уже в вашей руке. Молитва уже услышана. Обещание уже написано в вашу пользу. Но шаг принадлежит вам. Это граница между тем, кем вы были, и тем, кем вы собираетесь стать. Это священная граница между нехваткой и богатством, между духовной засухой и сверхъестественным урожаем, между тем, чтобы быть зрителем чудес и стать живым свидетельством одного из них. Вам не нужен еще один знак. Вам не нужно еще одно подтверждение. Этот момент – несомненное, божественное вмешательство, о котором вы просили. Небеса ревут в безмолвном ожидании над вашей жизнью. Дух Божий шепчет громче, чем когда-либо: двигайтесь. Скажите «да». Сделайте шаг веры. Произнесите это вслух прямо сейчас, прямо там, где вы находитесь. Позвольте вашему собственному голосу потрясти атмосферу вокруг вас. Пусть Духовное Царство услышит вас. Провозгласите это со всей властью, которая исходит от вашего завета с Богом. «Я готов к моему чуду». Да, произнесите это снова. «Я готов к моему чуду». Я принимаю благословение. Я заявляю обетование. Я вступаю в свое наследие. Это мое божественное преображение. Деньги, которые были задержаны, уже в пути. Богатство, которое удерживалось духовным сопротивлением, прямо сейчас высвобождается с небес. Чудо, от которого вы почти отказались, теперь устремляется к вам с неудержимой силой. Здоровье, сила, ясность – все восстанавливается дыханием Бога. Та путаница, которая месяцами затуманивала ваш разум, рассеивается. Тяжесть в вашей груди растворяется. Страх, который парализовал ваши шаги, испаряется. Это не воображение. Это духовная реальность, проявляющаяся в вашем физическом мире. Бог не просто дает вам то, что вы потеряли. Он умножает это. Вы получите обратно то, что было украдено, плюс проценты. Ваши отношения выровняются. Ваш бизнес будет расти. Ваша карьера изменится. Ваше влияние расширится. И все это произойдет быстрее, чем вы могли себе представить. Потому что, когда Бог решает, когда небеса постановляют, никакая сила тьмы не может задержать то, что уже принадлежит вам по праву завета. Теперь я хочу, чтобы вы остановились на мгновение и вдохнули это. Пусть ваше сердце почувствует это, а не просто услышит. Вы уже благословлены. Изменения уже начались. Даже сейчас, когда вы сидите здесь и смотрите это, ангелы отправляются, чтобы обеспечить ваше чудо. Даже сейчас финансовые двери открываются. Даже сейчас разговоры о вас происходят в залах заседаний, офисах и сферах принятия решений. Ваше имя разносится эхом по местам, куда ваши ноги еще даже не ступали. Это исполнение тайного плана Бога для вашей жизни. Вот почему вы были скрыты. Вот почему отвержение должно было произойти. Вот почему некоторые люди должны были уйти. Вот почему некоторые двери должны были закрыться. Потому что Бог защищал подготовку. И вот занавес упал. Раскрытие началось. И благословение, божественное, сверхъестественное, несомненное благословение течет к вам, как могучая река. Я хочу, чтобы вы сделали что-то важное прямо сейчас. Воспользуйтесь этим моментом и напишите комментарий ниже. Провозгласите своими собственными устами, своими собственными руками. Я получаю это благословение. Я заявляю о своем чуде.
Мое имя запомнено. Мое богатство высвобождается. Мое наследство здесь. Произнесите это. Напишите это. Провозгласите это в разделе комментариев как знак небесам, что вы согласны с этим словом. Потому что твоя судьба, твой завет, твой урожай, твоя трансформация больше недалекая надежда. Она здесь. Она реальна. И она происходит сейчас. Небесный Отец, всемогущий Бог чудес, Бог завета, Бог восстановления. Я прихожу к тебе сейчас с сердцем, полным веры, и с духом, готовым принять. Ты снова и снова показывал, что ничто в этой жизни не является совпадением. Каждая мечта, каждый знак, каждая задержка, каждый скрытый момент были частью твоей божественной хореографии. Ты соткал историю искупления, повествование об изобилии и богатстве, священный путь, ведущий прямо к этому дню преображения. Господь, так же, как ты поступил с Иосифом, когда ты позволил предательству и ложному обвинению стать почвой, на которой расцветет его судьба. Я прошу сейчас, чтобы ты взял каждую рану, каждое разочарование, каждое предательство в жизни этого зрителя и превратил их в основу для их сверхъестественного продвижения. Ты спрятал Иосифа. Ты укрепил его в тайне, и когда пришло время, ты ускорил его восхождение из тюрьмы во дворец. Боже, сделай это снова. Пусть этот зритель смело шагнет от изоляции к влиянию, от бедности к богатству, от замешательства к ясности, от отвержения к власти. Твое слово в Бытие 50:20 говорит: «Вы замышляли навредить мне, но Бог обратил это во благо, чтобы совершить то, что теперь делается для спасения многих жизней». И прямо сейчас я провозглашаю это обещание над сердцем, которое слушает. Каждый человек, который говорил против них, каждая возможность, которая была украдена, каждая ложь, которая была нашептана. Ты, Боже, обращаешь это во благо им. Ты умножаешь то, что было утрачено. Ты восстанавливаешь то, что было отложено. Ты высвобождаешь их наследие. Я пророчествую согласно Иелю 2 часа 25 минут, где ты сказал: «Я воздам вам за годы, которые пожирала саранча». Годы, когда они плакали. Времена, когда они скитались. Моменты, когда бедность и стыд, казалось, укоренялись. Все это восстанавливается вдвойне, втройния, даже всемеро, согласно твоему божественному обещанию. Жатва приближается. Благословение движется. Двери открываются. Отец, я говорю сейчас о каждой мечте, которая казалась похороненной. О каждом видении, которое казалось слишком невозможным. Ускорь исполнение. Пусть божественные приглашения, которые казались недостижимыми, начнут приходить. Пусть придут электронные письма. Пусть придут телефонные звонки. Пусть рекомендации будут происходить за закрытыми дверями. Боже, Ты сказал во Второзаконии 28:13: «И сделает тебя Господь главою, а не хвостом, ты будешь только наверху, а не внизу». Это не время просить о доступе. Это время вести за собой комнату. Нести власть. Стоять в блеске и преобразовывать обстановку. Я призываю божественное назначение. Это имя, то, которое они думали, что больше никогда не услышат, пусть оно появится снова, но на этот раз с благословением. Та женщина, которая хранила секреты, которая скрывала истины, которые могли бы открыть исцеление, пусть она выйдет сейчас вперед с исповедью и восстановлением. Пусть правда, которая была скрыта, выйдет на свет для их блага. Пусть богатство поколений, исцеление поколений, благосклонность поколений сейчас вырвутся на свободу.
Отец, я благодарю Тебя за то, что подготовка, скрытые годы, ночи плача никогда не были напрасны. Каждая слеза была учтена как семя. Каждое разочарование было подготовкой к большей награде. Это награда за послушание. Вознаграждение за подготовку. Так же, как ты возвысил Иосифа, так же, как ты почтил Руфь за ее верность, так же, как ты излил вдвойне за Иова после его испытаний. Я прошу сейчас, властью Твоего слова и завета Христа, высвободи двойное, тройное, экспоненциальное благословение для этого зрителя. Господь, пусть их вера сейчас возрастет. Пусть их сердце примет. Пусть их руки протянутся широко, чтобы собрать урожай. И пусть каждая комната, в которую они войдут с этого дня и впредь, изменится из-за их присутствия. Пусть их голос будет иметь вес. Пусть их имя будет иметь благосклонность. Пусть их история будет нести свидетельство. Я запечатываю эту молитву под кровью Иисуса. Никакое оружие, созданное против этого зрителя, не будет успешным. Никакой голос сомнения не саботирует их чудо. Никакие планы тьмы не задержат их благословение. Ключ повернут. Дверь открыта. И их сезон изобилия, их наследство, их богатство, их заветное обещание настало сейчас. Во святое и непревзойденное имя Иисуса Христа я объявляю это свершившимся. Аминь. Теперь сделайте глубокий вдох и позвольте этим словам проникнуть в самую глубокую часть вашего духа. Это не просто конец видео, это конец цикла. То, что когда-то было вашим сезоном ожидания, официально перешло в ваш сезон исполнения. Духовные шестеренки, которые годами казались заржавевшими, теперь повернулись в вашу пользу. Вы больше не кружите вокруг одной и той же горы. Вы ступили в обетованную землю божественного действия, где Бог не просто дает обещания. Он действует. Да, ваше тело почувствует это. Некоторые из вас проснутся со знобом, пробегающим по рукам без причины. Другие почувствуют, как из груди поднимается жар, словно огонь. Некоторые из вас снова начнут видеть сны, интенсивные, безошибочные, пророческие сны, которые подтвердят это слово. Ничто из этого не является совпадением. Каждое ощущение, каждый духовный знак является божественным выравниванием. Бог движется. Святой Дух активен. Ангелы отправляются. То, что когда-то было отвергнуто, теперь передается вам по праву. Не случайно, не посредством человеческих манипуляций, но по заветному наследованию. И позвольте мне напомнить вам, то, что они пытались разрушить, стало вашей стартовой площадкой. Яма стала путем Иосифа во дворец. Крест стал дверью Христа к воскрешению. Ваша долина стала вашим испытательным полигоном. Те самые люди, те самые слова, те самые разочарования, которые были посланы, чтобы сломить вас. Бог использовал как кирпичи для строительства вашего возвышения. Теперь вы ступаете на платформу свидетельства. Ваша история вот-вот отзовется эхом как доказательство того, что невозможное может стать реальным. Двери. Они не откроются только один раз. Они откроются дважды. Сначала дверь возможностей. Затем дверь признания. Те, кто когда-то не замечал тебя, теперь будут называть твое имя. Те, кто обошел тебя стороной, теперь будут искать твой голос. Те, кто думал, что твоя глава закончена, теперь поймут, что твоя книга только начинается. Это момент двойной двери, о котором говорится в Исаии 22 часа 22 минуты. «И возложу на рамена его ключ от дома Давидова. То, что он откроет, никто не закроет,
и то, что Он закроет, никто не отворит. Бог высвобождает ускорение. То, на что другим потребовались годы, придет к вам за месяцы, даже недели. Контракты будут приходить быстро. Одобрения, которые обычно задерживаются, теперь будут приходить быстро. Платежи будут очищаться быстрее. Ответы будут приходить без задержки. Признание теперь неизбежно. Люди увидят вас и почувствуют разницу. Они не будут знать, как это объяснить, но вы будете знать, это благоухание благоволения, свидетельство заветного богатства и сверхъестественного наследия, следующего за вами. А что касается удовлетворения, оно не только материальное. Оно духовное, эмоциональное, отношенческое, финансовое. Каждая сфера вашей жизни затронута этой волной изобилия. Ваше сердце снова обретет покой. Ваши финансы снова наполнятся. Ваш разум снова обретет ясность. Ваше тело снова обретет энергию. Ваша вера снова почувствует себя живой. Бог дает вам все, но даже больше того. Он позиционирует вас как живого свидетеля. Дышащее, ходячее, неоспоримое свидетельство того, что происходит, когда небеса говорят, а земля подчиняется. Люди посмотрят на вашу жизнь и скажут: это мог быть только Бог. Ваше преображение, ваш внезапный взлет, ваше богатство, ваш прорыв станет разговором, который другие используют как доказательство того, что невозможное стало реальным. Но сейчас мне нужно, чтобы вы что-то сделали. Сначала напишите это в комментариях. Произнесите это в реальность. Пусть небеса и земля станут свидетелями вашего согласия. Напечатайте эти слова прямо сейчас, и я получаю свое исполнение. Я требую своего благословения. Мой завет активен. Мои двери открыты. Мой урожай здесь. Пусть ваш комментарий станет вашим семенем согласия. Пусть он станет вашим письменным свидетельством того, что вы готовы и настроены на то, что Бог высвобождает. И во-вторых, если вы еще этого не сделали, подпишитесь на этот канал. Оставайтесь на связи с этим потоком веры. Это не просто разовое слово, это часть разворачивающейся серии божественных инструкций, специально разработанных для вашей судьбы. Ваш следующий шаг, ваш следующий уровень, ваше следующее откровение придет в следующем сеансе. И поверьте мне, вы не захотите его пропустить. Потому что в следующем видео мы пойдем еще глубже. Я расскажу, как поддерживать это чудо, как защищать эту атмосферу и как сделать так, чтобы враг не украл то, что Бог только что вложил в ваши руки. Там вас ждет секретный духовный ключ, тот, который гарантирует, что ваше ускорение продолжится в течение следующих 21 дня и дальше. Так что прежде чем уйти, комментируйте сейчас, подписывайтесь сейчас и оставайтесь на месте. Потому что Бог не закончил с вами. Это только начало. Ваше благословение, ваше богатство, ваше наследие, ваше чудо, ваш завет, ваше преображение было активировано. И теперь вы будете ходить в нем. Увидимся в следующем сообщении. Оставайтесь в ожидании. Оставайтесь готовыми. И помните, когда Бог говорит, что пришло время, ничто и никто не может остановить.